Всем привет! Сегодня у нас день мощности и делаем мощные опоры. Мощные опоры — это у нас полоса 100 на 4. Вот она у нас так телепается, но будет мощно, стабильно и крепко. Пластина 100 на 4. Сейчас будем смотреть, какие нюансы расскажу, размеры, все покажу. Итак, с чего начинаю обычно? Сейчас я нарежу на размеры все детали и расскажу вам все размеры. Итак, нарезал я по прямой. Сейчас нам нужно будет, смотрите, опора 730 высотой, 500 шириной. 4 нам нужно по 500 миллиметров куска ровных. 2 куска по 873 ровных. И нужно будет 4 куска под углом. Под углом это у нас будут боковины. Вот у меня есть лекало. Я это лекало вот так приложил. Чертилкой отметил. С этой стороны чертилкой отметил и отрезал. Эта деталь у нас получается рез 54 миллиметра где-то. С одной стороны, и тут на противоположную сторону нужно отрезать тоже 54. Сама заготовка вот эта длинная изначально берется 872 миллиметра, и потом по 52 мы отрезаем. Детали нарезали, но есть одно но. Так как у нас пластина рубленая, у нас есть на ней такие вот некрасивые вещи. Нужно сейчас облагородить ее немножко. Сейчас лепестком пройдусь и закруглю немножко края. Бывает, покупаю еще катанную пластину, и вот таких вот вещей нету. Очень ровные края на ней. Заранее забегу наперед, скажу, что если делать на продажу, конечно, лучше, если рядом есть лазерщик, лучше порезать на лазере. Потому что, сопоставив часы работы, сколько нужно уделить внимания немножко этим пластинам, то в принципе по цене то же самое получается, но зато не нужно мучиться. Вот мы чуть-чуть прошлись, все, сбили края и уже ровно. Здесь видите рваные края немножко, ну а то что рубленое. Вот детали я подготовил, для вас прошло 1 секунда, для меня 30 минут где-то, минут 30-40. Позачищал, подготовил. Вот у нас получилось столько у нас металла лишнего. Все, сейчас выставляем рамку. Моя стандартная рамка, по которой я варю изделие. И начинаем. Рамку выставил, прихватил к столу, как обычно. Теперь пластины. Начинаем с верхней и нижней пластины. Смотрите, так как у нас пластина не бывает у нас идеально ровно, да, в априори, ищем выпуклую часть. И так выпуклую, чтобы можно было не вот так она, как тарелка, да, а в эту часть. Чтобы можно было сейчас прижать струбциной. Прижимаем струбциной. Все, струбциной прижали. Это у нас вверх, это у нас низ, тоже к этому краю. Поджали, все ровненько. Берем, которая прямая у нас. Тут у нас зазорчик такой неспроста. Выставляем ее тоже по уголку. И сейчас ее прихватим к этим двум частям, там и там.
Далее мы берем косую, выставляем от одного края. Вот так. Почему-то в таких размерах. Нам нужно выставить здесь щель. Ну, то есть вот эта косая таких размеров, чтобы здесь оставалась щель, чтобы мы не снимали фаску, так как эта пластина у нас толстостенная, а мы заваривали сваркой с одной стороны. И также у нас, грубо говоря, снятая фаска с другой стороны. Сейчас мы прихватим здесь по двум точкам. Вот у нас здесь есть расстояние. Все, теперь сейчас прихватываем и дальше потом переворачиваем. И с другой стороны тоже такую косую привариваем. Теперь еще один нюанс. Так как у нас эта пластина стоит в такой плоскости, она у нас, понятное дело, неровная, да? У каждой пластины имеется изгиб. Чтобы выровнять ее, можно положить трубу, можно что-нибудь положить и к ней подвинуть. Просто к ней подвинуть, выровнять. Таким образом мы выравниваем ее. И здесь потом поставим сейчас прихваточки. Прихватки поставили, теперь она у нас ровненько стоит. Итак, что у нас получилось? Вторую опору мы собрали по аналогии первой, точно так же. Такие у нас зазорчики под обварку сейчас получились неплохие. Как раз то, что нужно. Все, вольтаж сделал побольше, так как у нас мощные опоры, мощный вольтаж. Сейчас мы обварим их, зачистим, покрасим в порошок черный и в конце покажу, как будет со столешницей у нас смотреться. Такой шовчик неплохой, удобно его зачищать будет, и провар как раз хороший. В одном из видео я говорил про вертикальный красивый шов, что получается вертикальный более красивее шов, чем горизонтальный. Вот пример, это у нас горизонтальный шов, одинаковая скорость, одинаковый вольтаж, все одинаковое. Тут я шел сверху вниз, тут я шел, получается, вперед. Как-то так. Ну, и опять же, это лично у меня так получается. Вертикальный красивее, чем такой горизонтальный. Конечно, есть люди профессионалы с 15-летним, 20-летним стажем, они варят и горизонтальные швы такие же. Ну, у меня как-то так. Работала как-то на заводе металлоконструкции, которые там теплосети изготавливали. Так там на одного сварщика, я тогда не варил еще, на одного сварщика
Там несколько проверяющих было. И катеты проверяли, и там звонили, и рентгены, и все на свете. Там проверки у них, конечно, там сильные, у этих сварщиков. В общем, отвлеклись немножко. Сейчас обваривать. Что я варю? Только наружные углы. Внутри вот это здесь не обвариваю, потому что будет, во-первых, некрасиво, во-вторых, не нужно, потому что у нас тут хороший провар. Здесь внутри не обвариваю, только наружку сейчас обварю. Здесь на прихватках у нас остается. Немножко, наверное, пройдусь полсантиметра чуть-чуть сварки, ну, чтобы она держалась хорошо. Да, ребят, на сварщиков года не претендую. Я как-то научился варить, пришел на мебельную фабрику, и там стулья мы варили. Начали, точнее, я учился там на стульях, грубо говоря. Как в одном фильме «Иди учись на кошках», я учился на стульях. Ни разряда, ничего нету, поэтому варю как умею. Вообще снимать начал я буквально месяца 5 назад, 6. Не для того, чтобы себя показать, а для того, чтобы пригодился кому-то опыт. Потому что в мое время, когда я учился варить, такого, в принципе, нигде не было. Да и ютуба тогда особо, ну, как бы был, да, но интернет, особо не было интернета. Короче, когда работал на заводе, тогда работал на ленточной пиле, вспомнил историю. И был один дед сварщик, он электродом варил. Ну, варил вообще классно, вообще вот просто. Я такой говорю, ну, дед, ну, говорю, научи, говорю, как варить. Я говорю, так, чтобы шлак видеть, все. Ну, он говорит, бери и вари. Я говорю, ну, как вари? Я говорю, у меня тут шлак, я не вижу его. Говорю, у меня то кратера получается, то. Он говорит, ну, вот бери и вари. Я сколько его не упрашивал, все равно не хочет учить, и все. Потом я уже спустя время понял, почему. Потому что тогда же закалки еще тогда было. Если сейчас научит, то значит он будет варить, и потом будет место лишнее, так как дед уже пенсионер. Ну, в общем, вот это вот все эти дела, такая вот история была. Итак, что у нас по весу получилось? По весу у нас 11 килограмм. Ну, такая нелегенькая, конечно, массивная. Ну что, ребят, наши опоры готовы. Так, в принципе, они смотрятся со столешницы. У меня лежала столешница. Положил его. Смотрится мощно, уверенно, так как и ожидалось. Мне нравится столешница. Это Апалачи у нас. Вот она такая, цвет не передает, но она такая под дерево цвет. Оно сейчас светленькое такое. Вообще оно такое темноватое. И структура такая. Интересно. Опора, кстати, как раз самая устойчивая за счет у нее ширина 100, и на полу она стоит вообще, они не шатаются никуда. Вот вообще вот прям мощно, очень хороший, качественный получается с пластиной. Казалось бы, да, пластина, но что она гнется, вот такие изделия можно делать. Кому было полезно, интересно, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока.